В этом выпуске вы увидите достопримечательности города, крепости и порта Сен-Мало, которые относятся к региону Британь на северо-западе Франции. Это один из самых популярных курортов данного региона. Здесь, как и в Мон-Сен-Мишель, наблюдаются мощные приливы и отливы. И хоть население города составляет 50 тысяч человек, однако за год сюда приезжает более 2,5 миллиона туристов. Я расскажу, что можно посмотреть в Сен-Мало за один день, чем славится данный город, что обязательно здесь стоит попробовать, как сюда доехать и, конечно, вы получите путеводитель с маршрутом и картой этого города. Некоторые называют Сен-Мало столицей пиратов, хотя на самом деле правильнее использовать слово «корсары», поскольку есть некоторые отличия между ними. Если пираты – это преступники, грабящие все суда без разбору, то корсары – это моряки, получившие от правительства разрешение грабить исключительно вражеские суда. Здесь даже имеется музей Корсара, где рассказывают про историю данного города, но об этом я расскажу чуть позже. Также Сен-Мало популярен своими пляжами, лучшие среди которых я тоже покажу дальше в обзоре. По этой причине многие туристы приезжают сюда именно летом. Название город получил в честь известного святого Мало, который совершил паломничество через пролив Ла-Манш и основал в VI веке в этих местах первый монастырь. Город Сен-Мало был основан уже в XII веке. В нем находится одноименная крепость, бывший дом корсаров, которая во время Второй мировой войны была сильно повреждена, однако потом восстановлена. Некоторые фортификационные сооружения крепости остались неизменными с XVIII века. Попасть в крепость и фактически в старый город можно через несколько входов. Самые популярные среди них – это большие ворота, с которых можно выйти сразу на главную большую улицу города Сен-Мало Гран-Трю. Она же, в свою очередь, приведет к кафедральному собору Святого Винсента. Еще одним основным входом в город являются ворота Сен-Висент. Они расположены недалеко от одноименной набережной, где, кстати, конечная остановка у автобусов Flixbus. Именно здесь высаживают людей, кто приехал сюда из Мон-Сен-Мишель. Цена проезда на данном автобусе составляет около 5 евро. Ехать минут 40. Также в Сен-Мало можно добраться и из Парижа, как на поезде, так и на автобусе. Правда, цена проезда будет выше. Конечная у автобуса в том же месте. Поэтому именно с этой точки и удобно начинать свой маршрут и знакомство с городом. Недалеко от набережной вы увидите корабль, копию фрегата «Корсар». Говорят, здесь проводили съемки фильма «Граф Монте-Кристо». За 7 евро можно посетить корабль и осмотреть палубу внутри. Часы работы есть на официальном сайте. Дальше вы увидите башню мельниц и сад почетного легиона. Рядом также находится бесплатный общественный туалет. Некоторые, кстати, считают, что снаружи город выглядит намного привлекательнее, чем внутри. Так ли это, вы определите сами после просмотра видео и можете поделиться своим мнением в комментариях. Замок Сен-Мало, который просматривается уже с набережной, известен еще как замок герцогини Анны, которая в свое время доработала его, добавив сторожевые башни, и назвала в свою честь. Это здание было построено в 1424 году. Сейчас здесь находится ратуша Сен-Мало. Чтобы сюда попасть, нужно пройти через ворота Сен-Висент. Их построили между 1708 и 1710 годами. Они являются частью крепостной стены, окружающей город. Эта оборонительная стена имеет длину около 2 километров и включает в себя множество ворот и бастионов, расположенных по всему Сен-Мало. На эти крепостные стены можно подняться по лестницам, где вы сможете насладиться великолепным видом на город и залив. Поэтому обязательно стоит по ним прогуляться. Возле ворот находится площадь Шатобриан, недалеко от которой расположен дом, где родился французский писатель Шатобриан. Здесь же вы увидите ратушу Сен-Мало. Ну а после можно будет прогуляться по городским стенам от ворот Винсента до Больших ворот, которые являются одной из главных достопримечательностей города. Там уже можно будет спуститься и продолжить прогулку вдоль большой улицы Гран-Трю, которая приведет вас к еще одной популярной достопримечательности – кафедральному собору Святого Винсента.
Он был основан в честь святого Винсента и является национальным памятником Франции. Собор сочетает в себе романский и готический стили. Внутри собора вы увидите красивые витражи и скульптуру Богоматери, мраморная статуя XV века, которая очень почитается жителями Сен-Мало, поскольку на протяжении многих лет с ней связывали различные чудеса и легенды. Также в часовне находится гробница великого исследователя Жака Картье, который родился в этом городе и является первооткрывателем Канады. Вход в собор бесплатный. Кстати, возле собора вы увидите кондитерскую Queen Amman, где можно попробовать знаменитый бретонский десерт слоеный пирог Queen Amman за 2-3 евро. Также недалеко от церкви находится городской парк с симпатичной площадью, где расположена детская площадка и зона со скамейками для отдыха. Ну а далее можно будет выйти к площади Пилари с различными магазинами, кафешками и закусочными, где, кстати, можно купить мороженое или попробовать блины, которые здесь не менее популярны. После того, как вы пройдете улицу Брюссе и повернете на первом перекрестке направо, вы окажетесь на очень милой и симпатичной площади овощного рынка, окруженной скамейками, палисадниками и клумбами. К тому же здесь имеется бесплатный общественный туалет. Недалеко от данной площади расположен один интересный магазин, посвященный Гарри Поттеру, где вы найдете и волшебные палочки, магические зелья и много другой интересной сувенирной продукции. Цены, конечно, выше среднего, но любители, думаю, все равно будут в восторге от данного места. Далее можно будет пройти к очередному входу в старый город и выйти к одному из популярных здесь пляжей Бон-Секур, где имеется еще и природный бассейн, в котором можно купаться даже во время отлива. Он представляет собой бетонное ограждение и наполняется во время приливов, а когда отлив, вода в нем остается, при этом даже лучше прогревается. Также имеется вышка с разной высотой для любителей попрыгать. Здесь открывается очень красивый вид как на залив, так и на город. При желании во время отлива по тропе можно добраться до островов перед пляжем. На самом крупном из них находится могила писателя Шатобриана. Ну а затем можно направиться к очередной не менее красивой смотровой площадке, где вы увидите памятник Жаку Картье и еще один популярный пляж Дюмоль. Раздевалок на пляже нет, но имеется бесплатный общественный туалет. С этого места когда-то мореплаватели отправлялись в плавание к новым берегам. Недалеко от пляжа находятся Эстрейские ворота, которые знамениты своим окном с видом на залив. Здесь можно подняться обратно к крепостным стенам и продолжить обзорную экскурсию вдоль них, любуясь открывающимися видами. Так вы дойдете до бастиона Сен-Филипп. Он датируется 1714 годом и граничил с районом домов богатых судовладельцев XVIII века. На углу бастиона стоит красивая сторожевая башня, увенчанная геральдической лилией. Отсюда открывается прекрасный вид. Следуя прямо, вы окажетесь у ворот Динан, или, как в средние века их называли, епископскими воротами, поскольку именно через них епископ впервые вошел в город. Потом можно спуститься и немного прогуляться по улице Динан, после чего направиться к музею Корсара. Цена входного билета составляет 8,5 евро. Экскурсию ведет гид на протяжении 1,5 часов. По отзывам, говорят, гид очень интересно рассказывает историю города Сен-Мало и про корсаров. Далее можно вернуться обратно, откуда начинался маршрут, и при желании посетить самый большой пляж в городе – Эвентайль, особое очарование которому придают сваи волнореза, возведенные еще в XVIII веке для защиты причалов.
Здесь получаются очень красивые фотографии. Недалеко от пляжа расположен национальный форт, к которому можно дойти во время отлива, идти метров 200. Он был построен еще в 17 веке для оборонительных целей. Тут же находится и маяк. С левой стороны пляжа расположен бастион Королевы, где находится очередная обзорная площадка. Вообще, если обходить весь город по кругу, вы будете проходить еще башню Бидуан, ворота полей Вавера и церковь. При желании можно совершить круиз по заливу. Билеты можно забронировать онлайн или купить в туристическом информационном центре, который находится возле замка Сен-Мало. В следующем выпуске я расскажу, как добраться до Канкаль и где можно попробовать самые вкусные устрицы. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.